Почакровая диагностика на наличие возможного негативного влияния. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. И сегодня вас ждет общий расклад Таро, онлайн-гадание по вариантам диагностика негативных влияний. Особенностью сегодняшней диагностики является то, что мы ее проведем не только по вариантам, но и с возможной, по вашему желанию, привязкой к знакам зодиака. Этот знак зодиака может быть ваш, а может быть знак зодиака того человека, которого вы хотите проверить, например, в отношениях. Да? Или, может быть, это близкий вам человек или человек, который, возможно, излучает какой-то негатив в вашу сторону. Так тоже можно смотреть. Также вы можете выбрать просто номер варианта. Итак, мы сделаем 4 отдельных диагностики. Первый вариант и первые 4 знака зодиака. Нет, по 3 знака получается, если 4. Да? Второй вариант. Третий вариант. Давайте третий вот этот пойдет и четвертый вот так. Итак, вы можете выбрать по цифре 1, 2, 3, 4. Это по раскладам будет. А знаки зодиака мы начнем. Начнем с первого варианта. Первый вариант у нас актуальный для знаков Водолея. Знак Близнецов. И знак Весы. Очень интересно, все воздушные знаки попали. Прям редко так бывает, но бывает для чего-то. Сегодня должно было бы быть такое совпадение. Это почакровая, естественно, диагностика. Мы будем смотреть 7 уровней. От физического до духовного, или до материального. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, которая может быть связана с вашим негативом. Чакра Муладхара, Свадхистана, Манипура, Анахата, Вишудха. Давайте немножко сдвинем. Так, Вишудха, Аджна. Сахасрара у нас уже будет здесь. Так, затягивать не будем. Будем оперативно сегодня все делать. Итак, на первой чакре у вас паж жезлов. Пока здесь карта может намекать на наличие возможного негатива извне. Это карта огня, но она будет связана больше с мужчиной, с ребенком и с информационным каким-то потоком, который может быть для вас закрыт, если у вас информация какая-то закрыта. Да? Но это не обязательно негатив. Пятерка кубков. И смотрите, у вас может быть негатив, если он связан с бывшим мужчиной или бывшей женщиной. Свадхистана – привязка к прошлому. Пятерка кубков – это связи с прошлым. И здесь мужской аспект или аспект сексуальных энергий. И здесь королева кубков. Смотрите, мужчины, женщины, которые особенно в треугольнике не поделили партнера-партнершу, мужчину, женщину, имеют какую-то связь, тоску, в том числе тягу сексуального характера, и не поделили деньги. Особенно, если на финансовый канал в вашем вопросе треугольника влияет женщина. Дальше смотрим. Дальше у нас сердечная чакра и рыцарь кубков. Тут понятно, здесь отношения. Друзья, у кого отношения между мужчиной и женщиной, особенно если мужчина огненный и водный, а женщина водная, огненная и земная. Здесь именно рыцарь кубков – это любовь, чувство, такое . Дальше смотрим. Через горло 9 кубков. Здесь может быть приворот через опой, особенно если мужчина или женщина выпивает после всего, что начало происходить. Если проблема с алкоголем нету у вас, может быть, у вас просто вам нехорошо, особенно будут при этом страдать ноги, почки, репродуктивные органы, и трудности с деньгами и с финансовым каналом. Так, Аджна. Король жезлов. Мужчина, женщина. Король жезлов – это мужчина огненной стихии.
то, что я и говорил, он здесь отсвечивает через пажа. Мужчина может быть связан с детьми. Возможно, у мужчины этого есть дети. Возможно. И мужчина может быть предприниматель, бизнесмен, политик. Ну и как бы главный в этой ситуации. То есть все крутится, в принципе, голова здесь, в этой ситуации мужчина, голова мужчина, а воля женщина. Вот так. А воля женщина. Видите, на воле женщина. Ну и как минимум голову и волю мужчины подавляет женщина. Ну и если вы женщина, то ваша воля будет подавлена, скорее всего, волей женщины. По задумке мужчины. Не исключаю, что задумка мужчины здесь может быть. Ну и последняя здесь 6 кубков. Эта 6 кубков, она у нас дублирует вот эту 5 кубков. И одна у вас на энергетическом уровне, а вторая прямо почти на физическом. Поэтому здесь вот такая тоска. Симптомами этих отношений является тоска. Ну вот знаете как, слезы, выть хочется. Ну и или у мужчины, или у женщины здесь сердце болит по партнеру, да, или у мужчины и у женщины здесь может быть такое, что помимо пристрастия к алкоголю, ну вот как будто бы уплывает все из-под ног, из рук уплывает. Ну и связь все время в прошлое. То есть это может быть и затянувшаяся ситуация. То есть это у вас может быть долго. Здесь очень много воды. И, скорее всего, это больше как привороты, привязки. Вот такое вот идет. Хорошо, давайте немножечко проверим. Проверим несколько карт. Больше всего мне хочется проверить 3 карты. А именно, я хочу проверить королеву пентаклей здесь, рыцаря кубков и короля жезлов. И здесь такое может быть даже, что у одной женщины есть 2 мужчин. Такой тут может отслеживаться. Итак, на королеву пентаклей выпадает леший и девушка. Ну, здесь я скажу так, что для женщины один из мужчин, как минимум, достаточно жесткий, грубый и, ну, как говорится, человек из леса. Да, то есть это о чем? Ну, то есть человек такой, знаете, брутальный. Вот именно брутальный. При том, что женщина здесь должна быть утонченная. На сердце мужчина кубков, рыцарь кубков, Сатурн. Ситуация у вас кармическая. И знаете, как... Ну, возможно, она и не первый раз у вас уже происходит, похожая. Ситуация, как будто бы вы ее могли предвидеть, да, как будто бы она была очевидна до какого-то момента, но потом она уже произошла, и вы с этим уже сделать ничего не можете. Ну, то есть вам трудно повлиять на эту ситуацию или трудно изменить ее. Ну и на короле жезлов, что у нас... Ну, вот оно энергетическое начало, скорее всего, приворот, как минимум, на мужчине. Но может ли быть какое-то следствие, переклад какой-то на женщине? Да, тоже может быть. Смотрите, здесь налицо, скорее всего, следствие приворота, привязки, остуды, отвязки и всего, что связано с любовным треугольником. Напоминаю, особенно актуально для весов, водолеев и близнецов, все воздушные стихии. Ну, мечей здесь практически не выпало, мечи, да, мечи это именно воздушные стихии, но тем не менее именно тема приворота здесь. Окей, давайте следующий посмотрим. Следующий расклад. Если вы вдруг загадали, ну, несколько раскладов, то смотрите, насколько повторяются вот эти карты, которые выпадают. Да, если они вам повторяются в разных раскладах, и тематика расклада одинаковая, например, треугольники, или родовые программы, или кармические узлы, или там что угодно, порча, проклятие, да, ну, скорее всего, вам резонирует. Поэтому выберите парочку раскладов, пока не поздно, если вы выбрали только один, например, первый. Так, расклад номер 2. Он актуален для овнов, он актуален для дев и для овны, девы и для козерогов. Давайте смотреть опять все по чакрам идем. Позиция 1, 2, но это не позиция, это чакры. 3,
5, 6 и 7, давайте последняя будет. Напоминаю, что это приблизительный срез вашего пространства, вашей энергетики. И идеально, если смотреть рукой по фотографии, потом добавлять именно архетипы, да, вот озвучивать по архетипам с помощью вашего фото. Так это, как говорится, пристрелка, да, ваша. Вы смотрите приблизительно плюс-минус. Окей, давайте первая позиция. Рыцарь жезлов. Дела любовные, особенно если у вас отношения на расстоянии, если мужчина отдаляется или не с вами, если вы любовники. Ну и если здесь вообще в вашей жизни есть мотив бизнеса, какой-либо мотив, да, может быть какой-то общий бизнес у вас с человеком на расстоянии, да, или, может быть, денежные вопросы какие-то. Паш Пентаклей. Возможно, в этих отношениях присутствует ребенок, или вам этот партнер что-то обещает, например, обещает ребенка, обещает деньги или обещает отношения, но без этого партнера, вам его не хватает в сексуальном плане. И если вы были любовниками, то это было просто, феерично, да. Дальше рыцарь мечей. Рассорка. И, скорее всего, здесь мужчина именно настроен агрессивно по отношению к женщине. Король кубков. Мужчина на сердце у женщины. И, скорее всего, женщина не обязательно на сердце у мужчины. То есть, вот этот мужчина женщине прямо в душу запал, застрял, вы на нем залипли, думаете постоянно о нем, но вы с ним, скорее всего, в конфликте. Мужчина может быть огненной стихии, мужчина может быть воздушной стихии, огненной, особенно стрелец, воздушной, особенно близнец, но с большей все равно долей вероятности он король кубков, это скорпион чистый, или водной стихии. Здесь звезда, рядом с мужчиной есть женщина. Причиной конфликта может быть женщина, которая на расстоянии. И башня, здесь прямо рассорка. Вас или разводят, рассаривают, да, или рассоривают. И, рушат ваши отношения, да. Причина может быть любая. Абсолютно. Деньги, дети, имущество, недвижимость, сам партнер, мужчина, женщина. То есть здесь идет просто по любой причине. И также это может быть в каком-то коллективе, корпоративе. То есть это может быть где-то на работе на какой-то, да, или в бизнесе в каком-то. Что башня все-таки карьерная карта. И поездка, или колесница вообще это бизнес, больше о бизнесе. И отдаление мужчины, отдаление женщины, расстояние, дистанция, поездки, командировки, вот это все. Поэтому смотрите, расклад номер 2 актуален для тех, кто имеет испорченные отношения с мужчиной или женщиной. Больше, конечно, если вы, женщина, попортили отношения с мужчиной. Скорее всего, у этого мужчины есть дети. Отношения, скорее всего, сейчас на дистанции или периодически на дистанции. Здесь присутствует рядом с мужчиной, королем кубков, очень красивая женщина. Она, скорее всего, на дистанции. Это может быть вы, так и ваша соперница. Здесь такое ощущение, что вам все разрушили и развели вас по разные стороны, и на дальнее расстояние, может быть, даже, да, то есть на дальнее расстояние. Также повлияли на ваш финансовый канал, на ваши родственные отношения, это может быть разъединенная семья. И дети здесь могут иметь какое-то значение или замешаны, потому что вот это детские аспекты здесь они есть. І может быть один человек где-то у себя, як кажуть, на батьківщині, а інша людина тут десь в іншій країні. Да? Такое. Давайте посмотрим несколько карт, тоже попробуем посмотреть на рыцаря жезлов, на рыцаря мечей, на королеву кубка, на короля кубков, извините, это король, и на звезду. 4 карты. Рыцарь жезлов. На рыцаре жезлов служитель. Здесь вы хотите на физическом уровне сохранить эти отношения. Хочется их сохранить. Но больше всего, скорее всего, мужчина
связан каким-то образом по службе, и здесь укрепляется просто тема, да, или мотив расклада укрепляется именно вот такими бизнес-отношениями, корпоративными отношениями и отношениями в коллективе, да, то есть мужчина по работе, по службе двигается много. Так, рассорка здесь идет, вот война идет на почве мести, как будто бы. Может быть, мужчина хочет отмстить, а может быть, женщина хочет отмстить за мужчину. Ну, особенно если мужчина здесь, в этом случае, близнец, водолей или весы. Что король? Король кубков и греховное начало. Этот король, скорее всего, изменяет. А что королева или звезда? Ну, женщина-звезда. Вестник тайного. Ну, эта женщина, скорее всего, вас предупреждала. Если это вы, то вам были знаки какие-то, или вам кто-то что-то сказал по секрету об этих отношениях. Поэтому смотрите, какой вид порчи здесь. Это рассорка. И вот если вы уже рассорились, может ли здесь быть приворот? В принципе, да. В принципе, да. Но он уже возник после рассорки. Сперва сделали рассорку, а потом сделали приворот, чтобы уже не отпускать мужчину, если такой мотив был. Ну и направлено это все на именно разрушение отношений. Я сегодня не даю рекомендаций, что вам делать, какие чистки, там, чистки, отвязки и так далее, какие именно обряды, ритуалы. Но, как правило, если вы попадаете в резонанс, то я вам рекомендую всегда начинать с чистки и после чистки всегда делать отвязку. То есть это два обязательных обряда, в принципе, в подавляющем большинстве случаев, которые желательно сделать, чем не сделать, если вам резонирует тот или иной расклад. Ну, вот такой вот расклад номер 2. А вы напишите, пожалуйста, мне в комментарии, как вам резонирует тот или иной расклад сегодня и что вы думаете по этому поводу. Мы же движемся с вами, друзья, дальше. И посмотрим, давайте посмотрим расклад или диагностику номер 3. И третий вариант у нас актуален для... Так. Ага, а вот так. Одна бита у нас сегодня не выпала. Для львов не выпала, я ее не взял со стола. Раков. Именно львов забыл сегодня на расклад взять. И тельцов. Давайте посмотрим. Опять делаем чакровый расклад. Так, почему я убрал эти карты сегодня во второй расклад накинул? Значит, так не надо было. Да? Расклад номер 3. Львы, раки и тельцы. Приготовьтесь, настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. Она может быть любая, связана с отношениями. Не везет, может быть, да. Но пока что у нас предыдущие два расклада были про отношения. Поэтому, если вы где-то не попадаете, попробуйте предыдущие два посмотреть, если вы взяли всего один вариант. А я сегодня рекомендую сделать один вариант по цифре и один по знаку зодиака. Но если цифра и знак зодиака у вас совпадает, то это говорит о возможном высоком резонансе, высокой степени, да. Десятка кубков. Здесь что-то связано с семьей на физическом уровне и может касаться в том числе и детей. Например, вы долго не можете завести детей, или у вас с детьми какие-то проблемы, да, уже со взрослыми или с молодыми, с детьми. Здесь прямо, смотрите, здесь семейное все. Значит, друзья, смотрите, здесь обязательно будут работать у вас, если есть негатив, то он связан с родовыми программами, кармическими узлами и родственниками. Если вы знаете, что вам гадят родственники, в том числе ушедшие в другой мир, уже в иной, то уже это резонанс вам здесь. А также может страдать физический, материальный, финансовый канал, физический, материальный, финансовый, он здесь у вас как раз в нижней плоскости. И я вам сразу говорю, что вам обязательно надо делать чистку, потому что 10 плюс 10 сразу дает страшный суд. Тут даже, возможно, порча на род, порча на финканал, порча на детей отдельная, да, то есть вот, или проклятие может быть. Сразу здесь. Если вы чувствуете, что вам там вот прям не везет в счастье, в семейном, в отношениях с детьми, с деньгами, да, то это той самий випадок, коли пороблено вже, да, от це от оно.
На воле у вас умеренность, смотрите, возможно, вы сам по себе ведьмак или ведьма, да, в зависимости от того, кто смотрит, естественно. Но если у вас, например, там бабушка занималась чем-то темным, дедушка, неважно, вредил людям, то вы, по сути, гребете или выгребаете за него весь мусор, который шел по роду, да, идет по роду и все. Здесь колдовство может быть. Умеренность, она к колдовству часто относится. Сердце. Сердце у вас 4 пентаклей. 4 пентаклей – это застой. То есть у вас как минимум застой с финканалом. Могут быть проблемы с сердцем, с сердцебиением, с пульсом, с ритмом сердца. Шумы сердца, врожденные какие-то пороки сердца. Если жадность или зажимистость в вашей жизни играет не последнюю скрипку, не обязательно это вы, а может быть это кто-то, например, все жены жадные или все мужья жадные, да, такое. Но финканал здесь будет как минимум с застоем, и вы будете именно с трудностью постоянно двигать свой творческий ресурс, да, зарабатывать деньги вам будет очень тяжело. На горле что у нас? 9 пентаклей, то есть финканал как минимум очень плохой, тяжелый, трудный, да, давайте так скажем. Расклад актуален и для мужчин, и для женщин, но здесь именно деньги, да, деньги на первом месте. Возможно, вы имеете конфликт из-за денег с каким-то родственником, и здесь 4 и 9 дают 13, а 13 – это аркан 13, посмотрите, как он называется, не буду его озвучивать. Это может быть порча на 13-й аркан, так называемый. Так, и 8 пентаклей – все деньги. Смотрите, либо у вас какая-то негативная программа по линии матери или отца, может быть кармический узел, в том числе по роду, по линии матери и отца, но также у вас может быть серьезная проблема в отношениях с родственниками, особенно если эта проблема завязана на деньгах, на недвижимости, на бизнесе, как-то связано с имуществом, с детьми, с наследством и так далее. 8 пентаклей – это бизнес и развитие финансового канала. При этом у вас очень сильно будет страдать финансовый канал. На физическом уровне у вас будут болеть кости, суставы, позвоночник, сердце. Здесь может быть желчный, может быть печень, желчные пути. И, может страдать печень, желудок, поджелудка. Тоже на желудочно-кишечный обращайте внимание. Ну и на высшем уровне у вас 13-й аркан. Это то, что я говорил. У вас здесь порча на 13-й аркан. Соответственно, самыми слабыми узлами в вашем организме будут являться сердце, особенно его ритмы, сосуды, проходимость сосудов, закупорка сосудов, варикозы, горло, щитовидка, гормоны, могут сниться, приходить в образах покойники. Ну и здесь, смотрите, 14,4 Луна, мужская родовая программа и женская родовая программа здесь имеют место быть, и они могут быть негативные вплоть до родового проклятия. Если вы чувствуете сейчас резонанс, я напоминаю, что это все общие расклады, и детально нужно смотреть по фото. И особенно, если вам резонирует, да, если вам резонирует, то лучше просмотреть более детально. Опять-таки, я говорил, что не буду советовать, да, но посоветовал в предыдущем раскладе обязательно делать чистку, если вам резонирует, и обязательно делать отвязку. Но учитывая то, что здесь есть еще финканал, то это как минимум надо работать еще с финканалом, и желательно в этом случае делать открытие дорог. По защите здесь я пока никаких рекомендаций давать не могу, потому что по защитам ставить защиту или не ставить, вам нужно понимать в индивидуальном порядке, есть ли угрозы еще от лиц, которые вам постоянно угрожают, делают какие-то периодические, возможно, атаки, переклады, подклады, и так далее. Да? Может быть, у вас есть враг, там, даже вплоть до родственников, да, тогда тут защита, она уже, в вашем случае не в этом раскладе обсуждается, да, а обсуждается на индивидуальной какой-то проработке. Что чувствуете и что думаете по поводу третьего расклада? Я сегодня даже здесь не докладывал в третий расклад темных карт, не буду, потому что тут и так понятно, 13-й аркан выпадает, все, уже понятно, что это порча на 13-й аркан.
Ну и последний расклад, последняя диагностика актуальна для скорпионов. Скорпиончики. Ну, естественно, методом исключения стрельцы и рыбы. Хорошо. Давайте смотреть. Почакровая диагностика. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свои проблемы. Давайте посмотрим, что есть, чего нет. Позиция Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара. Давайте я вот сюда. Позиция номер 1. Девятка жезлов. В принципе, классная карта. Она может быть связана с энергиями вообще. Но это вообще энергия не успеха. И если вам не везет, то задумайтесь. Ну, пока что. В принципе, карта классная. Я бы, может быть, даже сказал, что вы-то человек энергичный. И если у вас нет энергии, сил нету, вот прямо нету сил, или вы откладываете все на потом, ну, тогда задумайтесь пока что. Дальше здесь есть справедливость. Возможно, что-то связано с браком, союзом, контрактами, с бизнесом и стабильностью сексуальных отношений. Карты, в принципе, неплохие. Может быть такое, если у вас стоит цель, выйти замуж или жениться. Вы вот одинокий человек, да, одиночка в кавычках. У вас может быть и компания, да, есть, и вы душа компании, а вот пару вы себе не можете подобрать. Именно подобрать. Вы ее подбираете, а подобрать не можете. Как бы заключить договор с партнером в семейных отношениях вы не можете. Или были уже раз в отношениях, и после этого не можете это сделать. Такое тут тоже может быть. Ну и здесь, смотрите, 13-й аркан. Здесь вот тот случай, который я только что проговорил. Либо вы никогда не были в отношениях и не можете, либо были в отношениях и после этого как пошептало. Даже если вы разошлись с партнером или партнершей хорошо, у вас все равно плохо. Если вы сюда попадаете, если вам сейчас резонанс, слушайте внимательно. В центре мужчина, особенно если он телец, дева или козерог, мужчина не бедный, деньги вводятся или делает деньги из деревьев, из растительности, из растений или из ничего может сделать деньги. Может срабатывать здесь негативная родовая программа по линии отца, особенно если отец был земной стихии, опять-таки телец, дева или козерог, особенно если он покойный. И особенно если вы мужчина смотрите, да, и вы не можете жениться, найти себе адекватную женщину. Солнце. Здесь очень сильно работают негативные родовые программы по линии отца. Еще раз, если вы мужчина и если вы женщина, без разницы, но очень актуален расклад именно для мужчин. Но для женщин тоже может быть. И без разницы, женщины тоже хватают негативную родовую программу от отца. И неважно, здесь с отцом у вас было все классно или все плохо. В принципе, здесь, скорее всего, человека уже нету этого, да, он уже в другом мире. Но, скорее всего, по раскладу здесь хорошие были отношения с папой, если его нет. Но, может быть, они были и плохими. Тут уже, смотрите, по ситуации карты больше отсвечивают на хорошие, да, на партнерские. Но они могут быть и плохими. Да, шестерка кубков, все завязывается в прошлое, уходит в прошлое отношения, больше с мужчиной. И вот смотрите, неважно, это родовая программа отца и ушедший отец или мужчина, который ушел из вашей семьи. Если такого мужчины у вас не было, значит, это негативная родовая программа по линии отца. Если отец живой, что тогда? Если отец живой, вдруг, то все равно это негативная программа по линии отца. Она вас отсекает от партнера или от партнерши. Для мужчин больше актуально, для женщин тоже работает. Ну и опять император. Прямо тут все отец, отец, отец. Или мужчина, мужчина, мужчина. Расклад очень актуален для женщин и мужчин, которые не могут себе найти партнера адекватного
Или у них не было никогда этих отношений, или уже были и после разошлись и не могут найти. Смотрите, тут два варианта. Либо родовая программа отца, либо когда уходит один из партнеров, часто делают обряды, чтобы партнер не пошел назад. Тогда на вас идет остуда, вот эта карта. Ну и на партнера, который ушел, делается приворот. Это желательно снимать с себя. Таким образом, как бы вас отсекают. Видите, какие хорошие карты? На будущее идет. Король Пентаклей – это успех. Солнце – успех. Шестерка кубков, как будто бы счастье, да, и как будто бы партнерство, но не так, как в прошлом. И император – власть, успех, мужчина, достаток, богатство, структура, форма, да, то есть реализация этого всего на высшем уровне. Но у вас вот интегрируется просто карта одна единственная. И все карты хорошие, одна единственная плохая. Я вот сейчас вытащу сюда карту, и она, скорее всего, будет такая печальная. Но если хорошая, то посмотрим, может быть, это идет месседж какой-то вам. Вот смотрите. Все же понятно. Энергетическое начало. Эта карта у нас, кстати, выпадала. Смотрите, если мужчина или женщина ушла, на него или на нее сделан приворот, а на вас будет отсечка, остуда, отвязка и так далее. Линия отца, там то же самое. Где-то грехи у отца, у деда, оно все тянется, это надо снимать. То же самое, чистка, отвязка. И здесь может страдать очень сильно ваша самореализация. Вот если мотив отношений для вас не актуален, то все равно мотив денег для вас будет актуален, и вам будет очень тяжело достигать результатов в деньгах, в бизнесе, в дополнительном заработке, в самореализации. Тут можно еще сюда и поработать с финканалом, поэтому помимо чистки и отвязки желательно здесь думать и об открытии дорог, и, возможно, о перезагрузке матрицы судьбы, а по защите, нужна она или нет, лучше смотреть в индивидуальном формате, потому что там уже выплывает куда именно падают энергетики, да, и какого рода делались обряды, ритуалы, есть ли какие-то атаки и так далее. Об этом я говорил уже в предыдущем раскладе, и об этом нет смысла говорить сейчас, а нужно говорить именно на личной диагностике. Искренне желаю вам высоких энергий, искренне желаю в Хэллоуин, если вы будете общаться с темными силами, взять от них только лучшее, а все плохое оставить им. Крепких, високих енергетик, здоров'я. Услышимося, почуємось, побачимось. Па-па.